Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео продолжение вязания куколки. Куколки в образе русалочки. В первых 4 частях мы связали саму основу, саму куклу. Также связали ей хвостик, который съемный. Связали съемный верх купальничка. У нее еще есть цветочек. Сейчас же мы приступим к вязанию второго образа. Он похож немножко по цветовой гамме на первый, но так совершенно другая получается кукла. У нее идет платьюшко, туфельки и вот такая сумочка. Можно вязать как две вот таких разных куклы, можно также связать одну и сделать ей просто 2 комплекта одежды. Ссылки на предыдущие части вы найдете в описании под видео. Ну а те, кто уже связал первый образ, то продолжаем вязать дальше. Перед тем, как приступить к вязанию самого платьюшка, я вам сейчас объясню принцип начала работы. Вяжем мы платьюшко сверху вниз, и вот эта вот деталь, где лямочки, она вяжется уже в конце. Просто сейчас, когда мы наберем первый ряд, это вот эти вот рукавчики, перед и полочки спинки, то вам может показаться, что платье слишком большое. Но это не так. В конце мы потом уже, после того, как довяжем весь основной узор, то вернемся и обвяжем вот эту верхнюю часть лямочками. Тогда платье уже никуда не будет падать, уже оно будет хорошо сидеть. В общем, не пугайтесь, то, что сначала мы набираем такое большое количество петель. Начинаем мы с цепочки из воздушных петель. Набираем 41 воздушную петлю. 2, 3, 4, 5, 39, 40 и 41 воздушная петля. Первый ряд мы начинаем вязать с 6 петли от крючка. Получается 1, 2, 3, 4, 5 петля мы пропускаем. В 6-ю начинаем вязать столбик без накида. 1, 2, 3 и так далее до конца ряда. Всего должно получиться 36 столбиков. Теперь смотрите, если у вас, так как бы показать, если у вас вот это отверстие маловато для вашей пуговички, ну вдруг она у вас покрупнее, чем 8 миллиметров или сантиметр, то вы можете набрать не 41 петлю, а, например, 42, 43, чтобы себе вот здесь. Но тогда вы вяжете не в 6-ю петлю, а в 7-ю, в 8-ю. В общем, регулируйте себе вот этот размер петельки для пуговички. Самое главное, чтобы общее количество столбиков в первом ряду осталось 36. Провязали этот ряд, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем второй. 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем подряд 8 прибавок из полустолбика с накидом. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 8. Вяжем 10 столбиков без накида. 1,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И снова вяжем 8 прибавок из полустолбика с накидом. Первая и 8. Довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля, разворачиваемся, вяжем третий ряд. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 3 воздушные петли. Пропускаем 16 петель. Это там, где у нас были 8 прибавок из полустолбика. И присоединяемся в 17-ю. Провязали 1 столбик без накида. И еще вяжем 9 столбиков. Всего должно получиться 10. 2 уже есть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 воздушные петли. Пропускаем 16 петель. В 17-ю вяжем столбик без накида. И еще довязываем 4 столбика до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый. 1 воздушная петля и разворачиваем вязание. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, уже по цепочке из воздушных петель. Вяжем прибавку. Двенадцать столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Снова вяжем прибавку. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. Первый, второй, третий,
4, 5 и 6. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание, и с этого ряда мы уже переходим от столбиков без накида к столбикам с накидом. Следующий ряд провязываем за переднюю полупетельку столбиками с накидом. Всего в ряду их 28. Первый, только переднюю полупетлю. Второй, третий. И так вяжем до конца ряда. Этот ряд провязали за переднюю полупетельку. Это для того, чтобы ряд вот этих задних полупетелек у нас остался для рюшечки. Вяжем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание, дальше уже вяжем за обе стеночки петель, провязываем первый столбик с накидом, второй, третий и вяжем прибавку. Повторяем так еще 6 раз до конца ряда. Всего получается 7 раз мы вяжем 3 столбика прибавка. И у нас получится 35 столбиков. Довязали ряд до конца. Дальше набираем 2 воздушные петли, как обычно мы делаем в конце ряда. И набираем теперь еще количество петель для застежки, для петельки. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Я набираю 5 воздушных петель, мне этого достаточно. Дальше во вторую воздушную петлю, первая, вторая, мы провязываем соединительный столбик. Получилась вот такая петелька. Дальше уже вяжем столбики с накидом. В каждую петлю по одному столбику, захватывая обе полупетельки. Всего столбиков в ряду должно получиться 35. Довязали ряд, 2 воздушные петли, вязание разворачивается, вяжем ряд 8 за заднюю полупетельку. Смотрите, чтобы оставленные полупетли для обвязки всегда были на одной стороне. Так, за заднюю полупетлю мы провязываем первый столбик с накидом в следующую петлю, второй в следующую, третий и 4. Вяжем прибавку из столбика с накидом. Повторяем так еще 6 раз до конца ряда. В итоге у нас получится 42 столбика в ряду. Провязали. Теперь соединяем вязание, захватывая первый столбик и провязывая соединительный столбик. Вот так. 2 воздушные петли. Дальше продолжаем вязать следующий ряд. Я вяжу столбик в эту же петлю, в которую сейчас присоединились. Вот так это выглядит. Первый столбик, второй. И так вяжем весь ряд. Всего получается 42 столбика с накидом. Довязали до конца ряда, соединяем его, присоединяясь в первый столбик в начале ряда. А если считать отсюда, то это первая, вторая и третья петля снизу. 2 воздушные петли. Следующий столбик также я вяжу сюда же, куда мы только что провязали соединительный. Вяжем 10 ряд. Первый столбик с накидом за обе стеночки петли, второй, третий,
4, 5 и прибавка. Еще точно так же 5 столбиков прибавка, вяжем 6 раз до конца ряда. В итоге получится 49 столбиков. Довязали, присоединяемся снова в первый столбик. Начало ряда. 2 воздушные петли. Следующий ряд вяжем за заднюю стеночку петель, провязываем 49 столбиков с накидом. Первый, второй, третий и так далее до конца ряда. Довязали, присоединяемся к первому столбику. 2 воздушные петли, следующий ряд 12, провязываем 49 столбиков с накидом, но уже за обе стеночки петель. После того, как довяжете этот ряд, примерьте на куколку. Если платьице выглядит коротковато, можете провязать еще один ряд столбиков с накидом. Но мне по длине как раз подходит, поэтому это получается заключительный такой полный ряд, следующий будет уже обвязка. Довязали ряд, присоединяемся и вяжем следующий ряд обвязки. Для обвязки я набираю 4 воздушных петли и вяжу столбик без накида. Снова набираю 4 воздушные петли и столбик без накида. И так обвязываю весь ряд. Между столбиками без накида я не пропускаю петли, вяжу абсолютно в каждый. Первый, второй, третий, четвертый. Столбик без накида. Первый, второй, третий, четвертый и столбик. Вот что получается. Провязали этот ряд, вяжем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Все, хвостики прячем, пуговички пришиваем. Сейчас мы с вами свяжем заключительный такой ряд, про который я рассказывала в начале. Присоединяемся в первый столбик. Воздушная петля. Дальше вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий. Набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Пропускаем 10 петель. 8 у нас было на рукаве и по одной берем, убираем с краю. Присоединяемся в 11-ю. Вяжем 8 столбиков по передней части. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Пропускаем снова 10 петель. Присоединяемся в 11-ю и провязываем первый столбик, второй, третий и четвертый. Воздушная петля, ниточку обрезаем. Вот что у нас получилось с вами в верхнем ряду. Все, основа платьюшка готова.
Все ниточки можно сейчас спрятать, можно даже сейчас пришить пуговички по желанию, либо же можно оформить уже потом, когда свяжем рюшечки. Рюшечки я начинаю вязать с верхней, присоединяемся к верхнему ряду из оставленных полупетелек. Вяжу от светлого цвета к темному 2 воздушные петли. Сюда же я провязываю столбик с накидом в эту же петлю. И дальше вяжу первый ряд из прибавок столбиков с накидом. Первая прибавка. Вторая. Третья. И так весь ряд. Прибавка из столбика с накидом. Довязали ряд, 2 воздушные петли, вязание разворачиваем и следующий ряд вяжем просто столбиками с накидом в каждую петлю. Я сейчас не считала, какое общее количество петель получается. Тут, в принципе, не особо это важно. Самое главное провязать первый ряд с прибавками, второй ряд просто столбики с накидом, весь ряд. Довязали этот ряд до конца, 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем следующий третий ряд точно так же столбики с накидом в каждую петлю по одному до конца ряда. И в итоге верхняя рюшечка у меня имеет такую легенькую волну, она прям сильно не заворачивается. Довязали ряд до конца, воздушная петля, ниточку обрезаем, с помощью иголки хвостик прячем. Переходим к вязанию средней рюшечки. Присоединяемся к первой полупетельке. Две воздушные петли. И в эту же петлю, куда мы присоединились, вяжем 1 столбик с накидом. Дальше вяжем первый ряд так же, как у верхней рюшечки. В каждую петлю прибавка из столбика с накидом. Вяжем так весь ряд. Довязали ряд и теперь соединяем его в круг, присоединяясь к первому столбику. Вот у нас 2 воздушные петли и первый столбик. Соединительно провязали, 2 воздушные петли, вяжем второй ряд рюшечки, 1 столбик с накидом. Я вяжу его туда же, куда мы присоединялись. В следующую петлю прибавка из столбика с накидом. И так чередуем весь ряд. 1 столбик с накидом, в следующую петлю прибавка из столбика с накидом. Столбик с накидом. Прибавка. Довязали этот ряд, присоединяемся. 2 воздушные петли и следующий ряд третий вяжем столбик с накидом
в каждую петлю. Без прибавок, просто ряд провязываем. Довязали ряд, присоединяемся в первый столбик, воздушная петля и ниточку обрезаем. Все, вторая рюшечка готова. Переходим к вязанию третьей. Третья у меня состоит всего лишь из 2 рядов, но если вы дополнительно вязали еще один ряд для длины, то вяжите рюшечку из 3 рядов. Точно так же, как вязали вторую. Если же вы не вязали этот ряд дополнительный, связали полностью, как я, платье основа из 12 рядов, то рюшечку вяжем из 2 рядов, так же, как и вторая. Первый ряд вяжется из прибавок из столбика с накидом, а вторая вяжется из одного столбика с накидом, прибавка. И так чередуется. В общем, как первые 2 ряда, второй рюш. Все, я думаю, дальше уже ничего сложного нет. С этим вы справитесь. Ниточки прячем, пуговки пришиваем. И вот такое платье у нас получается. Переходим к вязанию туфелек. Начинаем вязать туфельки. Такие маленькие, миниатюрные, даже можно сказать крошечные. Набираем цепочку. Из 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Во вторую от крючка петлю начинаем вязать первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий и в следующую четвертый. Дальше в последнюю петлю мы провязываем 3 столбика. Провязываем первый, второй и третий. Это мы провязали по одной стороне цепочки, теперь по второй стороне цепочки вяжем. Также по кругу получается у нас теперь идет вязание. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, в следующую петлю второй и в следующую петлю третий. В последнюю петлю вот сюда мы провязываем прибавку. Раз, два. 2 столбика в одну петлю. Все, провязали. Это был первый ряд. Должно получиться 12 столбиков. Следующий ряд, второй, вяжем прибавку. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. Теперь вяжем подряд 3 прибавки. Первая, вторая, третья. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и 2 прибавки. Первая, в следующую петлю, вторая. Закончили вязать второй ряд. У нас с вами получилось 18 столбиков. Следующий ряд третий провязываем за заднюю полупетельку. Всего должно получиться у нас 18 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, и так до конца ряда. Провязали. Четвертый ряд мы вяжем также 18 столбиков, но уже захватываем обе стеночки.
столбика. Первый, второй, третий, и так до конца ряда. В пятом ряду вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку и довязываем до конца ряда 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. В шестом ряду провязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. Набираем цепочку из 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Теперь пропускаем 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И в 10 столбик присоединяемся с помощью соединительного столбика. Воздушная петля, ниточку вытягиваем и обрезаем. Хвостик прячем с помощью иголочки внутри. Я продеваю просто нить с помощью иглы через вот эти вот столбики, прям между столбиков внутри, разделяя саму ниточку. Ну, думаю, это, наверное, и так все знают, что будет лишнее показывать. Такая получилась миниатюрная туфелька. Вяжем точно такую же вторую и переходим к вязанию сумочки. Сначала я отдельно вяжу основу, вот эту изумрудного цвета, а потом уже отдельно вяжу крышечку розового и вместе их связываю. Начинаем с основы. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Со второй петли от крючка начинаем вязать столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В последний столбик провязываем 3. Первый столбик в эту же петлю, второй и в эту же петлю третий. Дальше вяжем по второй стороне цепочки. Провязываем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Готово. Это мы провязали первый ряд. Должно получиться 14 столбиков без накида. Дальше вяжем второй ряд. Прибавка. 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Провязываем подряд 3 прибавки.
Первая. Вторая. Третья. Вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и подряд 2 прибавки. Первая. И вторая. Все, донышко мы связали. Дальше следующий с 3 по 8 ряд, всего получается 6 рядов, провязываем по 20 столбиков без накида. Получается, вяжем просто по кругу, без прибавок, без убавок. Провязали 6 рядов. В следующую петлю провязываем соединительный столбик и набираем цепочку из 35 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, 34, 35. Дальше отсчитываем 9 столбиков без накида, пропускаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и в 10 присоединяемся с помощью соединительного столбика. Воздушная петля, ниточку обрезаем, хвостик прячем. Основа сумочки готова. Пока что откладываем ее в сторону и берем дополнительный цвет. Если хотите, конечно же, можно же также связать из основного. У меня розовый. Вяжем верхнюю часть, вот эту крышечку. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Колечко затягиваем. Набираем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Мы не идем, как обычно, по кругу, мы разворачиваемся в другую сторону. Теперь вяжем 1 столбик без накида, второй ряд. Подряд 4 прибавки. Первая, вторая, третья, четвертая и 1 столбик без накида. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Раз. Прибавка. 2. Прибавка. 3. Прибавка. И довязываем 2 столбика. Первый, второй. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем 4 ряд. Он у меня заключительный. По вот этому полукругу это заключительный ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка 4 раза. Но в серединке мы еще сделаем петельку для пуговички. Первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка,
Провязали ровно половинку. Дальше набираем 5 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, пятая. В первую воздушную петлю присоединяемся с помощью соединительного столбика. И уже дальше вяжем 1 столбик без накида, третий получается по счету, прибавка. Еще один раз, четвертый, 1 столбик без накида, прибавка. И довязываем до конца ряда 3 столбика. Первый, второй, третий. Вот что у нас получилось. Есть такая маленькая петелька для бусинки. Конечно, можно эту петельку и не делать, вышить ниточками, как я сделала в первый раз, но это не очень удобно, пришивать неудобно. Смотрится, конечно, симпатичнее, но делать ее сложновато. Хотите, можете просто не вязать эти воздушные петли. Дальше вяжем 1 воздушную петлю. И теперь нам нужно по вот этому краю обвязать. У меня получается 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Берем основу, воздушную петлю провязываем, разворачиваем изнаночной стороной, прикладываем к лицевой стороне сумочки. Смотрите, у нас здесь 9 столбиков между, 9 или 10. Ну, в общем, находим расположение так, чтобы вот эта крышечка была ровненько с обоих сторон по отношению к лямочке. Всего 7 столбиков мы провязываем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Воздушная петля, ниточку вытягиваем, обрезаем. И на этом все. Наша сумочка, ее основа готова. Остается теперь только спрятать хвостики все и пришить какую-нибудь пуговку или бусинку. Вот так у нас получилось с вами. Вот так она выглядит изнутри. Просто как крышечка сверху. Закрывается. Очень простая, конечно, сумочка. Здесь ничего нет замудренного. Дооформляем. И на этом все. Мы связали всю куколку, весь ее второй образ. Вот такие девчушечки получились у меня. Надеюсь, у вас получились тоже замечательные куколки, которые вам нравятся. Спасибо за выбор этого мастер-класса, за то, что вязали вместе со мной. Увидимся в следующих видео.